Всем привет! Один из дней своего путешествия в Японию я посвятила посещению острова Одайба. Он удивителен тем, что это мусорный остров. Несколько десятилетий сюда свозили блоки из сожженного мусора. Перед походом в музей я прогулялась по округе и застала остатки вчерашнего мероприятия. Что-то в американском духе. Somewhere, baby, it's part of me, apart from me. Your rain waves to hollow. У меня был билет в самый известный музей Японии – Тимлаб. Первая инсталляционная комната называется «Бесконечная хрустальная вселенная». Она меня погрузила в фильм «Интерстеллар». Я действительно ощутила, что попала в какую-то матрицу, где понятия времени и пространства исказились. Я трижды пыталась найти выход из зоны, который оказывался входом. Вторая локация – танец кои и людей. На передвижение кои влияет присутствие в воде людей, а также других кои. Когда рыбы сталкиваются с людьми, они превращаются в цветы и разбегаются в разные стороны. Это локация эфемерного застывшего света. Потом я очутилась в комнате с большими шарами. Когда люди проходят через них или толкают, сферы меняют цвет и излучают определенный для этого цвета оттенок. Окружающие сферы реагируют одна за другой, резонируя и излучая тот же тон и цвет света. В следующей комнате я легла под куполом и наблюдала, как мимо меня пролетают цветы. Я даже застала сезонную инсталляцию с сакурой, настоящая ханами, быстротечность и неповторимость мгновения. Эта инсталляция находится на открытом воздухе после захода солнца. Яйца, они же овоиды, будут светиться. С восходом солнца овоиды начинают отражать окружающий мир. Когда человек толкает их вниз или обдувает ветром, овоид опускается, а затем поднимается, издавая резонирующий звук. Овоиды вокруг него также реагируют один за другим, продолжая резонировать с тем же тоном. Мох здесь тоже неспроста. Говорят, что мхи были первыми наземными организмами, появившимися в мире камней и песка, где еще не было жизни на суше. Цветы в этом зале – орхидеи. Большинство орхидей способны расти без почвы, поглощая воду из воздуха. Можно сказать, что они растут прямо в воздухе. Was where we
На Адайбе не только куча небоскребов, но и разбиты парки, цветники. У меня вообще не было ощущения, что что-то не так в плохом смысле слова. Думаешь только о том, сколько любви и труда вложено, что получилось создать такой уголок мечты из ничего. Также здесь располагается уменьшенная копия американской статуи свободы. Остров соединен радужным мостом. Его так прозвали из-за ночной радужной подсветки. Здесь просто невероятно красиво. Я не смогла удержаться и взяла билет на морской круиз, чтобы полюбоваться городом с воды. Вдыхая воздух новых городов, я вместе с воздухом вдыхаю атмосферу. На первый взгляд я вроде бы здоров, но это лишь на первый взгляд, наверное. На самом деле я давно болею. Уже давно я одурманен лихорадкой. Открытость ко Вселенной я имею. Как заразить других? Вот тут загадка. И в поисках ответа на вопрос все путешествую. И раз за разом встречаю тех, кто параллельно рос, имея в то же время схожий разум. И зараженных вижу я повсюду. Вы, кстати, можете симптомы записать. Улыбка до ушей и вера в чудо. Открытый взгляд и честные глаза. With you, my sweet love, there's nothing wrong. Contemplating God under the chemtrails over the country club. Wearing our jewels in the swimming pool. Me and my sister just playing it cool under the chemtrails over the country club. Take out your turquoise and all of your jewels. Go to the market, the kids' swimming pools. Baby, what's your sign? My moon's in Leo, my Cancer is Sun. You won't play, you're no fun. Well, I don't care what they think. Drag racing my little red sports car. I'm not unhinged or unhappy, I'm just wild. I'm on the run with you, my sweet love, there's nothing wrong. Contemplating God under the chemtrails over the country club. Я вернулась вечером к пляжу Адайба. Это был романтичный вечер, где многие семьи проводили время друг с другом. Но мое сердце покорила группа европейских ребят, которые включили динамик с треком Эда Ширана и провожали закат. Это было настолько атмосферно, что я без слов подсела к ним и оказалась в концовке какого-то душевного фильма.